Привет, с вами Каска. В этом видео я вам расскажу, как прибавить немного FPS в Apex Legends, а также уменьшить количество лагов и фризов. Настройка подходит абсолютно для всех ПК и ноутбуков. Долго вас задерживать не буду, полетели. Первое и самое важное, с чего начнем, это актуальные настройки графики. Заходим в Apex Legends, настройки, переходим на вкладку видео. Здесь у нас находится много настроек, которые так или иначе влияют на FPS. Режим отображения ставим на весь экран. Разрешение по дефолту оставляем ваше родное. Если у тебя мониторчик, как и у меня, 2К, то рекомендую ставить все-таки Full HD, потому что ты играешь в соревновательный шутер и каждый FPS имеет значение. Картинка, конечно же, слегка ухудшается, в некоторых местах видно пиксели, но честно скажу, быстро привыкаешь. Если ПК у тебя очень слабый, рекомендую поставить разрешение 1280 на 720. Тут, конечно, с картинки ты офигеешь, но FPS прибавится почти в 2 раза. Поле зрения. Лично по моим тестам, если поставить значение на 110, то пару кадров ты можешь выиграть. И это, если честно, хорошо, потому что так играть приятнее, на FPS влияет в положительную сторону. Но, естественно, ставишь так, как тебе больше нравится, как ты привык. Масштабирование поля зрения и тряска экрана. Тут по желанию. Вертикальная синхронизация. Для шутеров рекомендую отключать. NVIDIA Reflex. С этим параметром не все так просто. Если поставить включено и усилено, то забирает порядка 12-15 кадров. Если же мы отключим, либо поставим просто включено, тогда на FPS никак не будет влиять. Поэтому рекомендую включить. Адаптивное разрешение. Мы его не включаем, но если у тебя ПК слабый, либо средний, можешь поэкспериментировать. Рекомендую это делать не через стандартные настройки, а с помощью текстового документа видеоконфиг. Как его настроить и сделать стабильные 144 либо 240 FPS, у меня на канале есть отдельный ролик. Я там все подробно рассказал и показал. Фишечка действительно крутая, можно бустануть неплохо FPS. Все ссылочки будут в описании. Сглаживание кушает около 3-5 кадров. Тут тоже все зависит от твоей системы. Я лично без него играть не могу, поэтому включаю. Качество текстур. Естественно, ставим от объема видеопамяти. В моем случае на FPS никак не влияет, будь то очень низкий либо безумное. Но если выбрать параметр нет, текстуры, конечно, превращаются в кашу, но бустит около 5 кадров. Смотри сам, но я лично не рекомендую так делать. Фильтрация текстур. Если делать сравнение между 16X и 2X, разница по кадрам около 2-3. Если же поставить билейную фильтрацию, то уже на 5-6 кадров больше. Лично я оставляю на 16X. Качество рассеянного затенения. Параметры, которые забирают порядка 20 кадров. Разница между низкая и средняя около 6 кадров. Поэтому, как я считаю, лучше отключить полностью, тем более на картинку особо не влияет. Охват теней от солнца. На FPS, если и влияет, то в районе 1 кадра. Детализация теней солнца. Кушает около 4-6 кадров. Детализация теней точечные. В моем случае на FPS никак не влияет. Я уже отключал, ставил высокие, без толку. Объемное освещение. Этот параметр забирает приличное FPS. Около 10-12 кадров. Поэтому лучше всего отключать. Динамические тени точечные. То же самое, на FPS никак не влияет. Качество моделей. Разница между всеми параметрами 2 кадра. Поэтому самые актуальные, я считаю, это средние. Качество эффектов, следы ударов и физика тел, скорее всего, на FPS никак не влияют. Тут два варианта. Ставим все на низкое, все равно на картинку и само погружение в игру это никак не сказывается. Но, возможно, во время дикого замеса, там где куча спецэффектов, трупов, у вас чутка просядет FPS, либо фризанет. Поэтому эти параметры я рекомендую тестировать уже самим. Побегайте с низкими, побегайте с высокими. Если разницы вообще никакой не заметили, то отключайте, ну его нафиг. Теперь подытожим. Вот что у нас получается по FPS. Было 120, стало 174. Как-то картинка сильно изменилась? Я считаю, что нет. Более чем играбельно. Кому интересно, вот эти настройки, которые я подобрал под себя. После того, как настроили графику в Apex Legends, нам нужно сделать небольшую оптимизацию самой винды. Если ты смотрел предыдущие ролики по оптимизации, можешь это пропускать. Здесь для вас, подписота, ничего нового не будет. Это больше для новой аудитории, которые ребята залетели, посмотрели и полетели играть. Поэтому мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки. Приложение и схема питания. Сначала давай откроем схему питания. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если нет, то копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM на пуск, Windows PowerShell администратор,
Да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем, закрываем, нажимаем поиск, пишем панель управления, электро, питание, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Если у тебя игра от Steam, открываем Steam. Библиотека, находим Apex, нажимаем PKM, свойства, убираем галочку с игрой кинотеатр, переходим на локальные файлы, нажимаем обзор. Если у тебя игра от Origin, то нужно тебе найти, где у тебя находится сама игра. После того, как нашел папку с игрой, мы нажимаем PKM на R5 Apex, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, дальше параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования, нажимаем ОК, применить и ОК. После этого мы копируем путь к самому приложению, нажимаем здесь PKM, копировать, поиск, пишем настройки, графики. Если у тебя есть аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. После всех этих настроек сделай перезагрузку своего ПК. Мы же нажимаем обзор, вставляем наш путь, R5 Apex приложение добавить, дальше параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Нажимаем поиск, пишем Xbox Game Bar, если у тебя его нет, то хорошо, пропускаешь. Мы нажимаем настройки, создание клипов и обязательно убираем галочку с записывать в фоновом режиме. Дальше нажимаем закрыть и закрыть. Теперь сделаем быстренькую настроечку видеокарты. Если видеокарта у тебя от Nvidia, нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления Nvidia. Для тех, у кого видеокарта от AMD, чуть позже покажу настроечки. Мы же переходим на регулировка настроек изображения, ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь нас интересует пару настроечек. Это GP Rendering OpenGL, ставим нашу видеокарту, кадры виртуальной реальности 1, все остальное отключаем. Частота обновления вашего экрана высшая, доступная, размер кэша шейдеров по умолчанию для драйвера, режим низкой задержки ультра, режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Опускаемся в самый низ и находим фильтрация текстур качества, выбираем высокая производительность, фильтрация текстур анизотропная оптимизация и трилейная оптимизация, мы их обязательно включаем. Переходим на настройки Surround, ищем настройки Physics и на вкладке процессор выбираем нашу видеокарту. Это при том условии, если ваша видеокарта мощнее, чем ваш процессор. И нажимаем применить. Если у тебя видеокарта от AMD, открываем наш архив, настройка видеокарты AMD Radeon. Здесь у нас есть картинки с настройками драйвера для твоей видеокарты. Какие функции включить и какие функции отключить. В нашем архиве находим приложение MSI Util V3, нажимаем PKM, запуск от имени администратора. Да. Здесь мы находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI, на вкладке приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. После этого просто закрываем. Как обычно, самое интересное — это твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Мы гуглим, либо читаем вот здесь. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM слияние, DVR2 PKM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаешь 2 раза LKM, либо через Enter. Да и окей. То есть запускаешь как обычное приложение. Отзывчивая система PKM слияние, сетевой тротлинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. Теперь нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. В клипах все это отключаем. Xbox Game Bar тоже обязательно отключаем. Нажимаем главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь нам нужно обязательно отключить это Xbox и Xbox Game Bar. Плюс по желанию можешь подключать еще ненужные тебе фоновые приложения, такие как калькулятор, камера, карты и так далее. После всех этих настроек залетаешь в Apex Legends и наслаждаешься, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!